Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Дева на канале Астро Инспирационе. Таро расклад, что случится, что произойдет в ближайшее время, события и неожиданности ближайших дней. И мы сегодня рассмотрим с вами вопросы, которые отчасти не вписываются во временные рамки, события, которые произойдут в июне, но без четких границ, то есть в течение июня. Прогноз, да, вот такой вот, без границ или без временных рамок. И я надеюсь, что этот расклад будет вам хорошей подсказкой. Поэтому вот та мысль, которая, это, наверное, как по ретро-Плутону, то, что у нас сформировалось в нашем сознании, может быть, и в мае, приняла какую-то кульминацию, да, как в начале июня, то, что вот занимает именно ваши планы, то, что кому-то, может быть, эта мысль вообще покоя не дает. Так вот, пусть нам карты подскажут что-то очень важное, раскроют нам секреты, а вы приготовьтесь их услышать, мои дорогие девы. И мы достанем 6 карт, зададим 6 вопросов, ответы на которые, я думаю, вам будут полезны. Надеюсь на это. И первая карта. Так что же там с неожиданностями? Что с внезапностями? Возможно, что вас удивит. Соответственно, с кем, с чем это будет связано. Возможно, это у кого-то третьи лица, у кого-то конкретный человек, у кого-то третьи факторы, да, вот, или, может быть, и документы. Но вот узнаем, внешние обстоятельства. То есть, по сути, что вам сейчас нужно услышать. Ну и, соответственно, к чему же приготовиться, к чему вот эти события идут. Как изменится ваша жизнь, мои дорогие девы? Отдаленные события, возможно, конец июня, который переходит в июль. И достанем карту совет, который откроем в самом конце. Итак, что внезапно, что неожиданно, а возможно вас удивит. Деньги. Вот конкретно. Отдых, кстати, по этой карте мы можем себе позволить отдых. Пусть даже кто-то скажет, какое я там работаю, ты мне про отдых, мне он только снится. Значит, тогда все равно хорошая новость. Я знаю, что многие из вас, ну, буквально такие пчелки, трудяшки, я это знаю. Но, значит, знаете как, мои дорогие девы, а не надо выкладываться, вот прям выворачиваться наизнанку, когда все равно, пусть даже если это рутина, ну так она рутина сама по себе. Вы, девы, уже знают, уже есть какой-то опыт. Это где-то мы можем почивать на лаврах. Стало быть, на той волне успеха, которая у вас складывается в июне, вы тоже можете где-то расслабиться. Это не значит, карта говорит, как бы нам об этом тоже, это не значит, что тебе придется хвататься сразу, а такое бывает, особенно для вас, потому что вам часто поручают какие-то дела, которые никто не мог решить. Или они требуют больше такой скрупулезности, или большого занятости, или большой занятости по времени. Поручи деве, спи спокойно, я всегда об этом говорю. И ты как будто сам себя обезопасил, дева все сделает, если даже не считая собственным временем, личным пространством или с какими-то своими делами. Вот здесь вот как будто такого не будет. Здесь больше для вас такие положительные энергии, которые открывают, ну, как можно не дергаться, вот, или буквально получение денег, получение каких-то бонусов. Ладно, что внезапно, что неожиданно? Ваши планы. У вас может состояться какая-то поездка. Может быть, буквально кто-то из вас сейчас уже продумывает. И здесь может быть так. Заработки на будущее. С деньгами, да, если мы говорим карта будущего, карта денег. Каким образом к вам будут приходить деньги. Может быть, кто-то собирается в путешествие, будет продумывать, каким образом в этом уже путешествии находясь, вы будете взаимодействовать со своими финансами. Ну, тут буквально хватит, не хватит. А вот это именно хватит, не хватит. Или вы можете что-то просчитывать именно по финансам, с расчетом на будущее. Ну, конечно, мы все разные, поэтому как бы деньги будут. Вот в июне деньги есть, это точно. А вот может быть на карта будущего, то есть на будущее, какой-то сюжет у вас может не складываться. По пятерке все-таки пентакли мы можем чувствовать, что эх, нет, что-то ненадежно. Или что-то тут как-то вот оно так зыбко непонятно. Может быть, вы и будете ходить по банкам, например, да, узнавать. Ну вот, к примеру, нужно совершить какой-то платеж, а вы будете на расстоянии. Или вот я тут больше вижу, что вы, мои дорогие девы, что-то продумываете,
ну уж как минимум на пару шагов вперед. И я должна сказать, у нас ведь почему я такой расклад создаю и называю его без рамок? В течение месяца совершенно разные энергии. Вот смотрите, у нас начинается с добрых энергий, когда Венера в раке. Дом, семья, любовь, стабильность, безопасность, эмпатия, чувство комфорта. Нам всего этого хочется. И, в принципе, начало месяца– это не игра в догонялки. Нет, тут более в таких спокойных энергиях. Далее у нас 9 числа, с 9 по 13, именно в Раке происходит соединение планеты малого счастья, но это Венера, так считается, и планеты большого счастья Юпитер. Волшебное время. Это, знаете, когда какие-то, ну, что-то для себя сделать хорошее мы можем, даже в каких-то запутанных вопросах, или когда прежде, ну, что-то вот не шло. То есть вот это соединение каждому из знаков зодиака дарит какую-то возможность. С 9 и по 13 мы говорим, да. Но на этом тоже все не заканчивается. Далее у нас идет 15 числа новолуние в Близнецах, и поэтому в середине месяца мы можем ожидать какую-то извне информацию, или всегда Близнецы– это коммуникация, это какая-то активность, возможно, подписание каких-то документов, или услышали какие-то новости, пусть даже в средствах массовой информации, может быть и неожиданные. Вот такие сюрпризы все же. В Близнецах у нас Уран. И это вы можете чувствовать где-то более острее, потому что вы, как и Близнецы, управляетесь Меркурием. Вот как раз о Меркурии мы говорим. В конце месяца будет ретро-Меркурий, уход, да, то есть возврат какой-то ситуации. Поэтому здесь конец месяца может проходить, смотрите, как то, что вам было хорошо знакомо, а по ретро-меркурию мы ведь всегда можем что-то со знаком переделать, передумать, переподписать. И у нас Юпитер 30 числа войдет в знак Льва. И это уже на достижение. Поэтому в начале месяца мы тут как будто со своими желаниями определяемся и перекладываем это в намерение. Где-то с учетом внешних обстоятельств, да, мы определяемся, какие рычаги в наших руках, но и, видимо, сами по себе достижения, первые шаги, это ближе вот к концу месяца. Но это я, по крайней мере, так вижу. Но все же, что же вас удивит? Ну, деньги есть, деньги будут, шикарные 2 карты. А вот как распределить на будущее? Или как, может быть, с кем-то договориться, или какой-то платеж совершить, или вообще это пусть это будет ситуация у кого-то по работе, у кого-то связана, ну, именно с поездкой какой-то. Или, может быть, когда вы собираетесь уходить в отпуск, все-таки отпуска тоже, но для кого-то ведь может быть по-другому. Когда к вам кто-то обратится за деньгами, помните, по этой карте это вам сейчас высшие силы помогают на деньги. Но эта карта, она не предусматривает, что мы делимся. Увы, это правда, потому что мы в этот период мы рискуем отдать свою удачу кому-то другому. Будьте, мои дорогие, внимательны. И 5 это ведь всегда недостаток, как будто деньги были, а мы их сами не туда впустили. Или пустили на что-то не то. С чем, с кем это связано? У кого-то это может быть связано банально с какой-то новостью, которая, я допускаю, что где-то может и ставить в тупик. А для кого-то помощь вашим детям. А все равно тут, смотрите, колесо фортуны. Когда карта выпадает, фортуна на вашей стороне. Может быть, кому-то из вас придется важные согласования в июне проводить, получать документы, консультации юриста, адвоката. Иногда узкие специалисты проходят. Мы можем вызвать узкого специалиста, чтобы что-то переделать дома. Или мы можем пойти к врачу, может быть, даже, да, банально, вот стоматологу, почему нет? Или все-таки высокие чиновники, какие-то конторы, инстанции, с чем, с кем это связано, или с каким-то конкретным человеком, может быть, как знаки зодиака, стихии воздуха, близнецы, весы, водолей, и имеет там асцендент. Будьте готовы, что вы и информацию какую-то можете получить от этого человека, и что это значит? Аркан-отшельник. Вот вы знаете, вам никто не мешает. Но все же, будьте готовы, если мы говорим, с чем, с кем будет связано. Я могу допустить, что здесь вы услышите какую-то новость, когда вам придется пересмотреть какие-то сроки. Может быть, сроки по работе, у кого-то сроки по путешествию, сроки по вашим планам. Могут тут меняться, но для вас ведь это фортуна.
Поэтому и не торопитесь, если что-то где-то вот как тормозится, да, или переносится. Вот к переносам тоже будьте внимательны. Опять же, у нас Уран в Близнецах, поэтому тут и графики какие-то могут меняться, расписание, какие-то определенные пункты. Если путешествие собирались ехать в одно место, вы можете поехать в другое. Или выбирали один маршрут, а тут, может быть, чтобы добраться до места назначения, вам это придется как-то транзитом делать. Вот к этому тоже будьте готовы. Но для вас так более безопасно. Потому что отшельник никто не мешает, опять же. Карта мудрости, так более мудро, так более правильно. Поэтому вы тут можете что-то переиграть. Будьте просто к этому готовы. Ну и к чему ж тут приготовиться в конечном итоге? Праздник будет, мои дорогие, это точно. Карта праздника, карта радости. О, приготовьтесь, даже вот если в какой-то момент что-то становится на паузу, так следом придет и ускорение. Не расстраивайтесь, карта успеха. Правда, вы куда-то поедете. Здесь по этой карте у кого-то могут быть, к примеру, банально, вы сумеете решить вопрос по поводу вашего автомобиля, ну для кого это актуально, или по поводу какой-то коммуникации, очень важной встречи, она точно состоится. Вам это как по судьбе, мои дорогие. С этого это, знаете, как новая точка или точка нового отсчета вашего успеха. Все уже аркан колесницы, это карта успеха, и карта дает совет: не оглядывайся назад, тебе с этого пункта полный вперед. Значит, даже если расклад без границ, да, но что-то тут вроде бы, видите, как две полярные энергии. С одной стороны, повешенная это всегда, ну, какая-то пауза или какая-то такая, ну, задержка, которую, с одной стороны, мы не можем ускорить, да, может быть, нам это и не нравится. Тут, конечно, будет и другая конфигурация, вы будете подписывать какие-то документы, тогда отшельник будет говорить: мудро прочитай все, что написано разным шрифтом. Но здесь может быть и ускорение, потому что это карта скорости. То есть вот такие полярные энергии в течение июня, будьте к этому готовы. То есть здесь могут быть сами по себе какие-то задержки, да, при перемещении. Где-то будут корректироваться, может быть, и ваши планы, потому что у людей тоже что-то тут меняется. Ну, какие-то события происходят, ну и обстоятельства вокруг. Тут тоже будет меняться. Опять же, в районе середины месяца, с учетом Урана в Близнецах, здесь, может быть, даже в средствах массовой информации, ну, что-то мы такое услышим, перестроим наши планы, и к этому тоже будьте готовы. Так вот в этом вам все помогает, как бы, да, даже если приходится так мудро пересмотреть, как график движения своего, или, ну, как что-то переместить, что изменится, или как изменится ваша жизнь в сторону счастья. Нам и карта колесницы об этом сказала. Что у вас какая-то сильная позиция, мои дорогие девы. По тузу кубков, ведь посмотрите, конечно, лучезарная дельта, глаз, говорит предвидеть постоянно на пару шагов вперед. И, наверное, когда мы на эмоции не переходим, а вы как раз умеете, потому что вы – это критическое мышление, правда. Вы даже по старшему аркану сила, это как раз вы и проходите, потому что означает Солнце в Деве, ну или карта критического мышления. Поэтому это вы как вот олицетворение именно ближе к вам. Но, значит, мои дорогие девы, значит, такие ситуации и будут, которые от вас будут требовать и мудрости, и мудрых решений, но где-то и скорости. Скучать будет некогда. И даже если поначалу, вот у нас как бы начинается июнь, ну так размеренно, нет вот этой синкопы, но она все-таки ожидаема в течение июня. Но для вас это правда осуществление. Если есть в плане поездка, а может быть это будет какой-то спонтанный маршрут, но точно так же радость, безусловно, эмоции, счастье, что-то доброе. И более того, рыбы – это у нас еще и гроши. То есть деньги есть, деньги будут. И об этом нам тоже уже сказали. Может быть, решите вы какую-то финансовую задачу. А возможно, по этой карте вам придется с кем-то как договариваться. И тогда у вас это тоже получится. Как же изменится ваша жизнь? Добрые новости, мои дорогие, добрые вести. Что-то вас будет радовать и окрылять. Смотрите, 2 пажа, вообще 3 пажа. Июнь месяц будет богат на новости и информацию. И, может быть, исходя из этой информации, придется где-то балансировать. Вообще карта говорит: будь легок на подъем
и пробуй что-то, пока не получится или не надоест. Вот в одной из колод именно идет такое значение. Мы как будто через опыт примеряем его на себя и понимаем, ну дай попробую вот именно так про взаимодействие. Окей, видите, не пошло. Или ну не сработал план, да и ладно. Значит, тогда план Б, то есть план А, план Б, план С, может быть, иметь для себя и настроиться на то, чтобы договариваться, мои дорогие, безусловно, договариваться придется, но и не терять бдительности. С одной стороны, иногда эта карта говорит, ты сумеешь как забрать свое, но все-таки карта иногда называется и карта вора, пусть хоть и не прописано, а по сарафанному радио это значение переходит. Поэтому, правда, будьте внимательны к документам, будьте внимательны к кошелькам, сумочкам, паролям аккаунтов. И это тоже будет очень важно. Здесь, может быть, и не совершить для кого-то банально какую-то покупку. Потом, когда мы сидим, ну и так думаем, зачем мне это было надо. Ну, бывает же такое. Хотя у вашего знака зодиака, наверное, так редко бывает. Но мы все разные, правда? Поэтому будьте внимательны. Ну и внимательны буквально к своим ценностям. И отдаленные события. Ну вот, видимо, все стремится к обновлению, мои дорогие. Нулевой аркан. Ваша жизнь подводит, как знаете, к итогу, когда придется перевернуть страницу вашей, ну или книги, вашей судьбы, а может быть сама судьба, страницу переворачивает, дает вам в руки ручку буквально, ну так иносказательно говорит, вот теперь садись и пиши новую главу. Вот что-то подобное у вас может проиграться в отдаленном будущем, может быть конец июня. Точно, мои дорогие, я часто говорю, конечно, это карта информации и первых действий, но часто это как вот жезл, который делит нашу жизнь на период до и уже после. Я только что об этом сказала. У кого-то, может быть, банально, придется многое передумать, потому что мы мысли приводим в порядок. Но иногда мы их и наше жилище тоже приводим в порядок, но мы еще и отдыхаем волшебно. Да нет, тут, пожалуй, жизнь с чистого листа, с новыми возможностями. В отдаленном будущем, как минимум, у вас 2 шанса. Но это будет что-то новое совершенно. Возможно, это будет связано с новыми встречами, с новыми людьми. Возможно, вам и изучать придется что-то, будьте к этому тоже готовы. Получение каких-то документов, которых вы, возможно, еще на начало июня даже не думаете. Тут будет такая, ну или такой поворот вашей фортуны, вашей судьбы, когда вам жизнь может предложить какую-то возможность, которой вы не просто не будете готовы, а вы ее даже где-то в подсознании не проигрывали. И вы можете начать думать, а зачем мне это надо? Поэтому тут будет очень важно не отказаться, мои дорогие. Вот как 2 пентакля, как эти 2 жезла. И может быть, вот как мысли в порядок, вам и придется какое-то время удерживать, да, не отказываясь, когда мы не говорим ни да, ни нет, а мы именно, пусть это 1 час, например, или 1 день, у кого как. Вот мы сели, думаем, может быть, буквально что-то считаем или пишем на бумаге за и против. Вот приготовьтесь, у вас такой момент какой-то крутого перелома. Может быть, будет, я не настаиваю, но возможно, это где-то 2-я половина июня или самый конец, может быть. Вот, кстати, я такого тоже не исключаю, а у кого-то даже с заходом на июль. То есть еще какой-то новый такой с элементом новизны и главный выбор, как вот этот нулевой аркан. Это та дорожка, где мы не ходили. Это то дело, которым мы не занимались. Это тот метод, который мы не испробовали. А вам еще это только в отдаленном будущем предстоит. Карта совет. О, да вы меняете статус. У кого-то вопросы и личной жизни. Конечно, императрица сама на себя надеется, да, вот она олицетворение того, что, да, тут, ну, собственно, и по аркану отшельник. Неважно, это не говорит об одиночестве, тут именно это карта философа, это мудрость. Мудрость где-то, кстати, вот я не сказала, смотрите, слушайте свою интуицию, потому что всегда фонарь и прообраз интуиции, это как раз и есть этот фонарь, с которым идет отшельник, и он загорается, или как интуиция ваша включается ровно тогда, когда вовремя включился фонарь, видит отшельник, змея. И у вас здесь 7 мечей. Вот куда-то, ну вот как
Даже если какие-то истории у вас притормаживаются по времени, так и знаете, мои дорогие, в девы это время как будто себя обезопасить. Не значит отказаться, нет, а сделать, ведь отшельник не может отменить свой путь. Ему нужно обойти эту змею и пойти дальше. Вот поэтому будьте готовы к какому-то маневру. А по аркану императрица, поэтому нам и говорят, вот ты должен все равно, несмотря на какую-то узенькую дорожку, а еще эта дорога как в небесах, как она в пространстве сама по себе, да, и никто не ходил, никто так не делал, как вы делали. И тем не менее, идти вперед придется. И в конечном итоге, это вот как конечный итог. Вот как будто верь в себя и верь в свою звезду, верь в то, что у тебя все получится. И тут, правда, кто-то из вас может поменять статус. Это будет связано с вашим, ну, может быть, личным, вот именно качественные изменения в личной жизни. Я такое допускаю. Вопросы дома, вопросы переезда. А у кого-то это ваша популярность. Это ваша сильная позиция, та, которая в обществе может быть и так. Когда построить карьеру, безусловно, тоже статус меняется. Ну и деньги. От денег тоже меняется статус. Может быть, у кого-то на кону приобретение недвижимости или, ну, какие-то важные согласования с людьми. Для вас, мои дорогие девы, нет ничего невозможного. Но вот методы, они будут совершенно новыми, поэтому будьте к этому готовы. Перекладывайте на себя, а я благодарю за ваши добрые комментарии, за вашу искренность, за то, что вы смотрите мои видео, а также за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, мои дорогие любимые девы. Подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте и подписывайтесь на телеграм-канал. Там все виды моего творчества как бы в одном месте. А я вас люблю, и вы берегите себя, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.